Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Guard.ua. Сразу хочу вам сказать, ребят, сегодня в 6 часов вечера будет стрим. Но я, если честно, не знаю, что я буду стримить. Я хочу поиграть и в TFT, это Teamfight Tactics, потому что там начался новый сезон, новый баланс, все такое. И хочу поиграть в авточес. Почему? Потому что мне прилетело целых 3 челленджа. Один из челленджей звучит так. Санечка, шаманчиков реализуй по полной программе, как ты это умеешь. Второй челлендж — это сыграй на чистых 9 нежити. Вот на самом деле со вторым челленджем я передаю разработчикам пламенный привет. В кино их всех водил, этих разработчиков. Ну а также, ребятки, обращаюсь к моим подписчикам, которые посмотрели ролик с инсектоидами, поняли, как это работает, и когда они попадаются против меня, спасибо вам огромное за то, что выкатываете мне на лицо инсектоидов. Ну это так, знаете, чтобы Санечки слишком легко не было, да? Напомню то, что нежить очень легко контрится, играешь через шаманов, потому что шаманы — это вообще та сборка, знаете, это как артоводы в World of Tanks. В танках. Вот чисто открыл баночку пива и погнал. Ничего сложного на шаманах нет, но об этом мы сегодня поговорим, потому что я буду реализовывать шаманов. Шаманов буду реализовывать на полную программу. Ну и третий челлендж — это реализовать орка-жреца в моем исполнении, ограничений каких нету. По нежити ограничения — это взять топ-1 и, соответственно, сделать просто чистокровных 9 нежити. И вы скажете, не, ну в принципе-то легко сыграть на 9 нежити. Ребят, ни хрена это не легко, потому что... Как я уже сказал, привет пламенный передаю моим подписчикам, которые играют на энциклопедах против меня, когда я играю на нежити. Ну и, соответственно, на хай-рейте очень много шаманов, очень много инсектоидов. Ну, короче, просто жесть. Для шаманов здесь, кстати, игра тоже обалденная, потому что есть МПС, есть дизраптор. И, возможно, если мне пандочка упадет, то я, соответственно, поиграю через пандочку и постараюсь вытащить раннего нефритового генерала. А там, дай бог, выпадет ранее легендарный шаман, и будем просто разваливать эту игру. Вау. Не, ну это надо брать. Это надо брать. Это мы берем. Это мы хотим. Это мы хотим. Пока что старт мне очень нравится. Такой, знаете, бодренький. О, еще куча народа играет через Лустрикта. Вообще, это моя игра, походу, будет. Но посмотрим. Не буду загадывать наперед. В общем, ребята. Кстати, да, я сейчас, если что, резко принял решение поднять себе БХ в 2 звезды, потому что, ну, не факт, что я смогу вытащить с него монетку. А проигрывать я как бы сейчас не хочу. Стол у меня хороший, начало тоже хорошее. Может, я буду на винстрике вообще играть. В общем, ну да, посидел я на винстрике, сейчас меня тинкеров аннигилируют. В общем, присаживайтесь поудобнее. Всем приятного просмотра, приятного аппетита, приятных снов и хорошего, соответственно, вам дня. Не забудьте подписаться на меня, если до сих пор не подписаны, поставить свой лайк, оставить комментарий. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал. И сразу хочу, ребят, сказать, вчера ролика не было по той лишь причине, потому что я не смог его загрузить на YouTube. Не знаю, в чем проблема, но эту проблему я уже решил, как бы, вот. И смотрите, у меня есть каточка с 9 нежити, но там она длится примерно 60 минут, потому что очень-очень затянутая игра. Я вот не знаю, выложить ее или не выложить, потому что игра, я не скажу, что прям супер-супер интересная, потому что она слишком растянута, там... Ну, грубо говоря, искусственно растянутая игра была. В общем, если вам интересно, то напишите в комментариях, дайте мне обратную связь. По поводу инсектоидов, кстати, почитал комментарии, поржал с них прям конкретно. Особенно мне понравилось, как меня считают отцом всех инсектоидов. Нет, ребятки, я не отец всех инсектоидов, не надо. А еще понравилось то, что мне в Телеграме писали о том, что типа, ну, сам научил играть на инсеках. Лови. Ну, короче. В общем, переходим к шаманам. Что такое шаманы, с чем их едят и вообще в чем их приколы и в чем плюсы и минусы, соответственно. По плюсам. Сборка, как я уже сказал, просто под баночку пива. Под баночку пенного, просто чтобы расслабиться. Сборка не требует от тебя вообще почти ничего. Вот начиная от предметов и заканчивая, соответственно, героями. И сборкой тоже, соответственно. Не надо там ничего не выдумывать вам, ничего там такого собирать. Тупо собираете 6 шаманов. 5 шаманов плюс 2 волшебника и все. И погнали наших городских. Можно, конечно, играть через 3 волшебника и, соответственно, 3-4 шамана. Тоже вариант такой присутствует. Просто, когда вы играете через волшебников, это, естественно, будет немного сложнее. Ну и, соответственно, из-за того, что это немного сложнее, вот, вам надо
будет докидывать легендарные фигуры и, соответственно, саппортов хороших, по типу там саппорта антимага, да, саппорта антимага, и сильных, соответственно, сильные легендарки по типу там тайдухи, инвокера и тому подобное. То есть просто, чтобы усилить свой стол, потому что шаманы, когда их 3 штуки, это не очень сильно. Они раскрывают себя на полную программу, когда их 6 штук. Но такой тоже вариант присутствует игры именно через волшебника. Просто главное понимать, когда вы играете через волшебника, что вам нужно дополнительно ставить какие-либо сильные фигуры. Плюсы такой сборки. Максимально простая, как я сказал, под баночку пива. И второй момент. Вы от предметов вообще не зависите. Не, конечно, если вам упадут идеальные предметы, а идеальные предметы это шапка 2-го тира, а из 3-го тира это пара раконцов, и желательно, чтобы у вас была, соответственно, эмпреска. Потому что, когда вы поставите импреску синергию цвет, у вас будет 3 пары арканцов. И, соответственно, вы можете сделать так, что ваши шаманы просто будут нереально спамить своими способностями с нулевой секунды. Из-за того, что 3 пары арканцов по огромной области работают, и сразу у вас, по сути, в огромной области плюс 120 маны. То есть, делай как не хочу. И вот... как вообще в целом работают шаманы? Кто вдруг не знает, то смотрите, шаманы перевоплощаются на 2 тира выше. То есть... на 2 тира выше, на плюс 2 монетки к цене продажи, но зависит от вашего уровня. То есть, если вы собрали, допустим, на 3-м уровне 3 шаманов, то шаман будет перевоплощаться в такую фигуру, чтобы цена продажи не превышала 3-й уровень. Вот, сделали подвязку, что они перевоплощаются только в ту цену продажи, какой у вас уровень, соответственно. Поэтому имейте это в виду. 9 уровень вам вполне будет достаточно. Почему? Потому что 9 уровень это максимальная цена продажи в игре легендарной фигуры. Поэтому легендарки вы будете лутать. И также хочу вам подметить момент, то что в легендарную фигуру шапку 2-го тира, которая дает плюс 1 к цене продажи, мы не закидываем. Ну, можно закинуть, конечно, чисто если вам нужен предмет 2-го тира. Потому что при перевоплощении в 6 шаманах это станет предмет 4-го тира. Вот. Вот. Что-то еще хочу сказать. Сейчас, секундочку. Я тут просто думаю, как мне сейчас так сделать все. Вот. Эту шапку лучше закинуть, соответственно, в других шаманов. То есть, просто смотрите цену продажи, смотрите плюс 2 монетки, и в кого она будет примерно перевоплощаться. Так, ранний кунка на 5-м уровне, я тебя услышал. Вот, в принципе, все. Сложность игры на шаманов вообще никакой нету. Кого контрят вообще шаманы? Шаманы жестко контрят нежить вообще в нулину, потому что когда шаманы перевоплощаются, они скидывают с себя абсолютно все дебафы. Дебафы от 9 магов, соответственно, и вообще в целом от магов дебафы. Дебаф, соответственно, от нежити, который дает минус хпшку, и вот это вот проклятие, которое разъедает потихонечку, тоже как бы скидывает себя. Вот. А из минусов, ну, может, конечно, еще может инсеков шамана жестко контрить, но там все зависит от того, какие шаманы перевоплощаются, какие предметы. Но это мы сейчас перейдем к этому. Я, кстати, гений, я блин скипнул. Да. Красавчик, Саня. Молодец, Санечек. В общем, как я играю на шаманах. Тут в этой игре есть импресс. И, кстати, если сейчас хаотичный договор упадет, это будет просто нереально. Кайфово. Хочется. Давай мне хаотичный договор, пожалуйста. Я буду только рад. Сейчас посмотрим, выпадет он мне или нет. По закону подлости не должен вообще. Копа перевоплотилась. Здорово. Ага. Ага, я тебя услышал. Ну тут есть коса. Кстати, ребят, спал с открытым окном. Немножко, походу, меня просквозило чуть-чуть, потому что у меня горло снова начало болеть. Я его сразу забрызгал, чтобы вдруг не потерять голос. Ладно, с температурой-то еще ладно, мы можем побороться. Но вот с горлом мы не поборемся. Сейчас, если первое место не возьмет себе хаотичный договор, и я каким-то образом себе усилю стол, то я возьму косу. Да я, в принципе, думаю взять косу. Коса — это хорошая тема сейчас будет. Я буду много получать опыта. А если вдруг собью винстрик, то это будет имба. Но я думаю все-таки взять косу. Все-таки, если собью ему винстрик, я получу x2 по опыту от его винстрика. То есть у него 6, а я получу 12 опыта. На своей доске, если вы выигрываете, вы получаете с помощью косы 4 опыта, а на вражеской доске вы получаете 2 опыта. Только что подумал такой
так это или не так. Беру косу. Если что, я немножко себе заспойлерил. Кто вдруг не знает, что я только что сделал. Смотрите, если вы наведетесь на свою экономику, то там есть за победу плюс 2 монетки. Это означает, что вы заранее можете узнать, победите вы раунд или нет. Я вот узнал, что я выиграю этот раунд и активировал, соответственно, косу. Огр, инсеки идут. Можно инсека катнуть. Не знаю, Огр на самом деле мне вообще не нужен. Это такая себе фигура сейчас для меня. Она мне, в принципе, никуда не впишется из-за того, что у меня шаманы. То есть откатывать ничего не буду. Ладно, по поводу минусов шаманов. Это полностью рандомная сборка, и она зависит от вашего, соответственно, уровня, от ваших предметов частично, которые будут перевоплощены. То есть имеется в виду то, что когда вы в шаман перевоплотится в синергии 6, то там рандомно предметы падают. Есть такой вариант, что эти предметы будут, ну, по примеру, 4 некромикона может упасть, да, вот это вот книжечка 4-го тира. И чтобы вы понимали, в шаманах эта книжечка не работает, то есть у вас не появятся зомбари. Но если, допустим, это упадет на какую-то змейку, то, соответственно, пассивный эффект будет работать. То есть, к чему я веду? То, что не все предметы активные работают на шаманов. Там есть определенный такой вот узкий спектр, что работает, но большинство на самом деле не работает. И это тупо. Это тупо. Я не знаю, почему разработчики именно так это сделали. Но что они сделали, то они, соответственно, сделали. Это тупо. Разработчики, ну, нехорошие люди в этом плане. Я наоборот считаю то, что шаманам нужно позволить, чтобы все предметы работали активно. Все абсолютно. Зеркалы, некромиконы и тому подобное. Что все активные предметы работали. Но, к сожалению, вот так вот оно работает. Кстати, если что, забыл сказать. Эту игру я играю вместе с Марком. Это мой утяжелитель в играх, чтобы мне так просто не было. Вот. Дальше. Какие минусы у шаманов? Ну, так как я сказал, что, соответственно, сложно довольно-таки их собрать, если вы не везунчик. Ну, на самом деле, не... Ого, меня аж залагало в моменте. Ничего себе. Не то, чтобы даже их сложно собрать. Самое главное, чтобы они вам довольно-таки быстро пришли. И желательно пораньше. Потому что в лейт-стадии могут очень огромные типы против вас быть. И будет печально. Из минусов. Шаманы живут 20 секунд. 20 секунд шаманы живут. Это слезы, серьезно. Это такие слезы, что просто не передать словами. Потому что, ну что такое 20 секунд? Вроде бы как бы нормально, да? Но по факту в игре есть такой предмет, как наследие духа огня. И если вдруг вы этого типа в самый последний момент забираете... Ой-ой-ой, ребята, смотрите сейчас, сколько я опыта получу. Боже... Я думаю, он сейчас на жопе волосы будет рвать. Ай-яй-яй. Сюда давай. Ой, ты мое золото. На. Просто 18 опыта получил. Чтоб мне вот так вот мишки шли, когда я играю через нежить. И вот, кстати, по поводу нежити. Я все-таки хочу попробовать нежить перезаписать. Ну, потому что 60 минут катка идет. Но если вы скажете, что типа, Саня, это нормально, мы посмотрим 60 минут, вопросов не имеется. Ну, может быть, я ее выложу. Короче, посмотрим. Я жду ваш фидбэк в комментариях на этот счет. Вот, еще минусы. 20 секунд они живут, это раз. Второе, это полный рандом. Начиная от предметов и заканчивая, соответственно, героями. Вам может упасть 5 троллей, допустим, на это, знаете, утрирую. Вам может упасть 5 троллей полностью заряженные с идеальными предметами. А может упасть 5 импрессок с очень плохими предметами. И все. Помянем. Вот так вот. Да, ну, это боль. Это на самом деле такая боль, что простыми словами это не писать. Ну, думаю, вы тут поняли. Вот. Так, ну, коса окупилась на 200%. Я чуваку сбил инстрик. Поэтому коса здесь точно на 200% окупилась. Даже на 300%, можно сказать. Что еще из минусов у шаманов? Шаманы боятся 9 магов. Потому что если сработает обледенение... кстати, еще один из минусов. Это то, что шаманы
2 секунды перевоплощаются после активации способности либо предмета активного. Именно важно активного, не пассивного, чтобы предмет был активный по типу блинка, арканцов и тому подобное. Предметы, конечно, такой огонь падает. Ух! Ух! Прям, ух! Горячо! Кстати, я буду, если что, предметы первого тира ролить, потому что мне нужно будет найти блинк хотя бы, чтобы мои шаманы перевоплощались. Так вот, шаманы боятся обледенения. Второй момент, это они то, что 2 секунды перевоплощаются. Это на самом деле жестко, то, что они 2 секунды перевоплощаются. Это очень долго, потому что за это время может все что угодно произойти. И всякие станы, и контроли, и тому подобное. Короче, 2 секунды, это много. И это долго. Потому что если шаманам прилетит какой-либо контроль, все, их перевоплощение пойдет заново кастоваться. И это тупо. Это бредово, как по мне. Поэтому имейте это в виду, ребят. И если я каким-то чудом доживу до 20 раунда, там я получу хаотичный договор. О, ребяточки. Это будет кайф. Но я думаю, что в скором времени мне собьют винстрик. У меня, видите, усиление вообще не идет. Усиления по шаманам точка нет. Ну ладно, у меня уже скоро будет 10-й. Я думаю, к 20 раунду я уже 10-й возьму. Я, кстати, поставлю 4 орка. Плюс 400 хп для шаманов нормально. Если что, то шаманы при перевоплощении теряют как все дебафы врагов, так и, соответственно, все бафы союзников. То есть все синергии, которые там были у вас, они все пропадут при перевоплощении. Так что имейте это в виду. Вот. Еще из минусов это, соответственно, если против вас есть жесткий керри, который нереально долго живет, то пиши пропало. Будет очень тяжело играть. И третий момент. Шаманы боятся всяких сайленсов, станов. Ну, контроль. Короче, контроль они боятся. Потому что опять они же будут брать и снова пытаться там перевоплотиться и тому подобное. Короче, вы поняли. Я, кстати, возможно, здесь выполню тот челлендж, который мне изначально заказывал Беннисон с 14 уровнем, потому что все так гладко идет, но тоже, поймите меня правильно, я здесь вряд ли смогу взять 14 уровень, потому что, смотрите, игра может быстрее закончиться, намного быстрее закончится. У всех не так много хп, а я слишком хорошо иду. Единственный момент, то, что там инсектоид собирается, вот это вот меня немножечко как бы огорчает. Но зато могу продемонстрировать вам, как против инсека шаманы себя в принципе чувствуют. А маркет... А, это не маркет, это китаец какой-то. Ладно. 2 легендарки у типа на 8 уровне. Окей. 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 О, у меня Чен засумонил Варлока. Кстати, и третий челлендж. Тоже заказал его Беннисон. Это реализовать Чена. Это орк-жрец. Реализовать его на полную программу. В любой сборке, как я хочу, вот просто реализовать его. Кстати, там тоже видели у типов коса. Боже, если я кому-то проиграю с косой, я же ему столько винстрика подарю, что прям закачаешься. Я надеюсь, я никому винстрик не подарю. Я не хочу дарить кому-либо винстрик. Нельзя. Пусть их коса закончится и все. Темпларка. О, тут 2 инсека будет. Тут будет 2 инсека. Вот прям в воду гляжу, и тут будет... Ёб твою медь, я еще и винстрик проиграл. А он с косой, боже. Он сейчас получит за меня 24 опыта. Мало того, что он кучу денег получил, так он еще и 24 опыта за меня получил. Да ты... Негодяй такой. Ладно. 20 раунд, 10 уровень. Все хорошо. Не паникуем. Не обидно то, что я ему винстрик продал. Просто один раунд не смог дожить. И это знаете, из-за чего я проиграл? Тупо из-за того, что мне не пришло адекватное усиление. И все. Просто фигуры в 2 звезды поприходили бы, было бы все хорошо. Но нет. Так не работает, Саня. Это ж ты. Ладно. Ладно. Бывает. Эх, зато сейчас, хотите прикол? Сейчас упадет хаотичный договор. Я уверен. Смотрите. Как в воду гляжу. 100% упадет хаотичный договор. И усиление сейчас попрет.
Ну, в принципе, все. Плюсы и минусы я рассказал по поводу шаманов. А нет, двойные мобы, реликвию талантов. Блин, ну хочется и двойных мобов, и реликвию талантов, инвокер, здорово. Инвокера мы хотим. Инвокера нам надо. Инвокера нам надо. Инвокера мы хотим. Оу, ма! Имба на связи. Но есть один огромный минус. У меня нет никакого активного предмета. Ладно, я возьму двойных мобов. Я хочу кучу предметов. И, ребят, чем больше... Сразу, еще раз говорю. Вам не надо ролить предметы на шаманах. Вообще не надо ролить предметы на шаманах. Оно вам не надо. Ну, палочку Гарри Поттера возьму. Чтобы у меня импреска просто хотя бы хоть как-то могла перевоплотиться. Потому что для того, чтобы... Ну, вот сейчас в идеале, чтобы на 35-м раунде мне упали арканцы. Либо какой-либо другой активный предмет. И все будет хорошо. Все будет замечательно. Ой, 9 магов. Ой, еще и Бейн ее схватил. О, видите, что происходит, когда 9 магов проводят против вас? Просто начинают на месте перевоплощаться. Вот такой вот прикольчик, ребят. Так что имейте в виду. Ну да, тип меня здесь, к сожалению, вынес. К сожалению. Оу май. Кстати, еще такой момент хочу подметить. Ребята, когда вы играете через шаманов, дизраптору не надо закидывать активные предметы, потому что дизраптор это тот герой, который кастует тучку. И если он кастует тучку, это куча, соответственно, сайленса. Это контроль. Поэтому дизраптору мы даем предметы на ману, такие как мана плюс 50, либо ставим рядом с раконцами. Единственный момент, когда такое делать не надо, это момент с там Рики. Если против вас есть Рики, либо тоже дизраптор, то, соответственно, вам нужен блинк первого тира, чтобы ваши шаманы выпрыгивали из этих сайленсов. Вот, тоже имейте это в виду. Да, игра быстрее закончится, ребят. Я здесь 14 не возьму. Даже не пахнет 14, понимаете? Даже если я сэкономлю кучу денег там после 30-го раунда, я уверен на 200%, то, что я не смогу. Мне на шамана... Ой, шамана. Мне надо найти волшебника сейчас, поэтому я выхожу из экономики. Наконец-то. Наконец-то мне пришел этот волшебник. Это хорошо. Я не буду яйцо тратить на импреску. Ладно, полностью сейчас выйду из экономики. Пожалуйста, дай мне дизраптора. Пожалуйста. Ну, пожалуйста. Ну ладно. Эмпреска тоже пойдет. Но на самом деле не пойдет. Почему? Потому что в Эмпреске нет активных-то предметов. Вот видите, насколько сейчас я сделал себе проблему? Чисто головная боль. У меня нет ни одного нормального активного предмета в Эмпреску, чтобы Эмпреска сразу прыгала и перевоплощалась. И, кстати, я как играю через шаманов, я делаю эмпреску дополнительным керри. То есть, почему так? Я закидываю рок войны в эмпреску, закидываю в нее керри предметы и один какой-либо активный предмет. Желательно, конечно, чтобы это были арканцы 3-го тира. И что получается? Когда ваша шамана там перевоплощается, эмпреска перевоплощается, после этого перевоплощения у вас остается еще эмпреска. 2 штучки, которые остаются дамажить всех. Да ты О, маленькая цветочка. Маленькая цветочка, это хорошо. Это отлично. Я инвокера, кстати, продал. Пока что мне не нужен. Мне нужно, чтобы у меня сейчас были 2 цветы с предметами, чтобы она с руки еще могла забирать. То есть это получается сильная комбо. А еще классно, когда у вас тоже есть какой-либо контроль жесткий, по типу тайдов 2 звезды. Тоже хорошо будет. Вообще, я собирал сборку 6 шаманов, 5 драконов. Я считаю, это сильнейшая сборка в целом в игре. Сильнее тупо не бывает. Это очень сильно. Ну вот, видите, у меня тупо импреска не перевоплощается, и все. Меня это сейчас говноед с минерами просто задушит. Минус 20. Зато усиление пришло. Надо искать блинк. Без блинка будет
Плохо. Но я сейчас надеюсь, что хотя-нибудь что-нибудь нормальное со второго тира выпадет. Перчатку на всякий случай тоже закину, потому что там все-таки есть инсек, и может перчатка вот этого вот первого тира сработать для перевоплощения. Вот видите, как до хрена я себе сам проблем замутил. Мне нужен один дизраптор еще. Чтобы этот дизраптор тупо перевоплощал. О, колечко появилось, отлично. Кто вдруг не знает, как оно появилось, это когда вы ролите последние предметы, рандомный, вы вытаскиваете рандомный предмет. Ух ты. Ух ты! Не, ну я в принципе как в воду глядел два инсектоида, но я не ожидал то, что будет 2 мага 9 штук. Вообще не ожидал, если честно. Так, молот грома хорошо. Плюс предмет второго тира. Плюс 2 предмета второго тира. Сейчас еще плюс 3 предмет второго тира. И, пожалуйста, арканцы. Арканцы давай. Я возьму... Ой, дурак. Ладно, я поспешил. Ну ладно, это тоже хороший предмет. Я даже считаю, что это один из лучших предметов. О, кулон магии. Здорово, берем. Пусть будет. Пусть у меня импресска с руки наваливает магическим уроном. Это будет хорошо. Так вот. Почему поспешил? Там был еще шарбезный. Надо было шарбезный оставить. Надо было оставить шарбезный, потому что там бы тычка какая-то магическая прилетела. И активировался бы шарбезный. Как раз против магов было бы хорошо. Ладно, я это... Я немножко не так подумал. Я знаете, как подумал? Я такой подумал, что очищающая сфера. Ну, в принципе... О! Ай-яй-яй, да что ж такое у меня-то сегодня? Это все что, ребят? За сегодня моя не первая игра. Я уже играю, не знаю, игр 4 или 5. 5, наверное, игр я уже сыграл, поэтому, если что, у меня немножко такой мозг плавится чуть-чуть. Ну, все равно я 9 магов вынес. Без полных шаманов вынес 9 магов. Сильно. Я считаю, это сильно. Кстати, а зачем я продал маленького-то шамана? Можешь сейчас сделать просто чистокровно 6 шаманов. Без волшебников. Саня, ты красавчик. А на сдаче я себе инвокера соберу. Чисто такого саппортика. Так, колечечко, давай сюда. Отлично. Так, палку убираем. Почему я вот подумал защищающую сферу, так и не рассказал свою мысль. Я просто подумал, что, смотрите, у меня будет 3 импресски, ну, 100% 2 импресски будет, которые будут хилить. А это плюс 600 кп, на секундочку. По области, причем довольно-таки большой. Для шамана, в принципе, неплохо будет. Ну, такой, знаете, приятный бонус с подхилом. Бенс. Тайт в 3 звезды появился. Ну, мне нужен дизраптор в 2 звезды. Очень нужен дизраптор в 2 звезды. Так, опа, антимаг. Сюда. Ой, ребята, как же я хочу вам пожаловаться. О, кстати, плюс винстрик. А, ладно, не плюс винстрик. Как же я хочу вам пожаловаться на гребаную Траксу. Ее тупо сломали. Такой бесполезный герой. Мало того, что эта Тракса долго кастует свой сайленс, она просто где-то секунды 2 на месте пытается кастануть свой сайленс. Так помимо этого, урона у нее нет вообще. Ты ничего не можешь с ней делать. Она так часто падает, что как будто это герой номер 1. Помню, в предыдущем патче, когда Траксу не меняли, я очень хотел реализовать Траксу, потому что это был очень сильный герой. Я думал, такой, ну, с кулоном магии в текущем патче, с той пассивкой, с этой Траксой, ты что она будет урона наваливать? А по итогу что? А по итогу разрабы решили полностью изменить Траксу. И сейчас это очень бредовый герой, который нужно опускать в первый тир, потому что очень бесполезный герой. Настолько бесполезный, что не передать словами. Вон, импресска, кстати, у меня перевоплотилась, 3-звездочная. Вот это печально. Предметы у нее-то хорошие в 3-звездочной импресске, но это не тот керри, которого ты хочешь при перевоплощении шаманов. Но без этого никуда. Вот темпларочку бы 3-звездочную, вот это было бы отлично. Так, еще колечко берем. Чтобы шаманы сразу прыгали и перевоплощались, потому что там инсеки.
Если там инсек раскастуется, то у меня потом как бы вариантов не будет, что делать. Мне будет больно. Будут обижать меня. Монетки, если что, уже выхожу. Так, тут Кираса, мать насекомая. Ну, а тут идеальный инсект. Но пока что это очень слабый инсектоид. Он какую-то дичь здесь творит. Через мишку играет. Ну, это, в принципе, мне только на руку. Я, если честно, рад. Только звездочный дизраптор. Ой-ой-ой! И Куцкар, и Темпларка, сюда! Иди сюда, инсектоид. Иди сюда, ты мой сладенький. Сейчас я ж тебе попку-то разомну. Рубик у меня. Ой. Плюс винстрик. Здорово, спасибо. Так, ну потихонечку идет усиление. Яйцо, инвокер, покупаем. Пусть будет. Я вместо магической панды поставил. Все, у меня есть 3 яйца. Тайдуху в 3 звезды сделать чисто на сдачу, а? Я думаю, это имба. Еще одно колечко берем. Шамана лавы засовываем. Не знаю, мне кажется, нет смысла сейчас копить деньги и пытаться взять себе 14, потому что у них по 28, по 26 кп осталось. Я думаю, я их быстрее вынесу. Кстати, если что, я кучкую в героев в другую часть, потому что у них там есть, ну, там есть инсектоид через дизраптора, а дизраптор кидает в толпу сайленс. Но если я смогу себе собрать дизраптора в 2 звезды, в принципе, почему бы нет? Я возьму хаотичный. Ну, вообще плевать, что я там взял бы за реликвию. Ну, хаотичный договор, так хаотичный договор, почему нет? А что-то типа дизраптора. Дай дизраптора, падла! Чисто жизненный момент. Для кого это еще жиза, ребят? Когда тебе тупо нужен один герой, а он не идет. Чем мне в дизрапторе там активный предмет, вот эта палочка Гарри Поттера? Я думаю, он будет плохо работать все равно. Этот предмет. Поэтому слишком париться за него не стоит. Вот этот инсектоид какой-то очень слабый, если честно. О, у меня там минер в 3 звезды появился, но его закрыли. Из-за этого он мину не ставит. О, поставил, отлично. Бэмс. Не, ну сейчас вот хорошо меня как бы перевоплотились от шамана. Очень хорошо. Там еще инсек выкинул. Того. Так, вместо вот этого предмета я ставлю вот это. Рок войны обязателен. Обязателен, потому что эмпреска иллюзия эмпрески работает с драконьим рогом. Ой, с драконьим рогом, с рогом войны. Ладно, я полностью из экономики выхожу, потому что наконец-то ты пришел. Рог войны работает на иллюзию эмпрески. И иллюзия эмпреска дольше живет. Вот этот вот суммон, который она делает со способности, он дольше живет. И, соответственно, скорость атаки там увеличена. То есть, ну, как я и сказал ранее, керри. Тут 3 дизраптора, мать его за ногу. Как хорошо, что мой дизраптор отлично закинул свой сайленс. Ой, я думаю, я его снесу. Да, я снесу только. Или не снесу. Прикинь, живет. Живет? Не нормально. Отлично. Как я сказал ранее, инсектоиды должны страдать. Надо как-то поставить Тайдуху так, чтобы Тайдуха быстрее ману набирал. Но это почти невозможно, потому что у меня в середине стоит Горн. А Горн, если честно, я вообще не хочу скипать. Горн дает время пожить шаманом все-таки, как-никак. Потому что все герои дальнего боя начинают бить этот Горн, по сути.
Так, Сайленс вроде хорошо полетел. Отлично полетел Сайленс. Станчик от Тайдухи пошел еще сверху. Хорошо, Квапа еще кричит. Знаете, это... Квапа это тот герой, который, как в меме... 5 хп осталось. Как в меме, где Мишка, знаете, из кустов кричит. Вот это вот Квапа. Так, я полностью выхожу из экономики, потому что сейчас уже будет последний раунд, скорее всего. Ох. Сюда. Солнечный шаман в 3 звезды. Отлично. Вот такого героя на сдачу-то собрал. Так, блин, ну Тайдуху нельзя так слишком близко к краю. Хотя пофиг. Пусть стоит близко к краю. Мне самое главное, чтобы он смог закастить свой стан. А почему Горнаагр не работает на перерожденных инсектоидов? Я что-то сейчас не понял. Чё за бред? Вы поняли прикол? Горнаагр не работает на перевоплощенные фигуры. Что? Сказать, что я охренел, это все равно, что ничего не сказать. Да, нормально такой прикольчик. Ладно, пусть будут яйца. Сейчас, если мне упадут РКЦ, будет очень хорошо. Хотя, на самом деле, мне, в принципе, плевать. Но я бы хотел, чтобы у меня просто кастили все. Надо будет сейчас еще раз момент этот посмотреть, потому что мне что-то не нравится, то, что Горнаагр не работает на перерожденных инсектоидов. Но это ж люто. Это слишком люто. Кристалл призрака. Здорово. И что, брать? Башер это круто. Но хрень, как по мне. Рефрешер. Ну, пойдет. Так, сюда предмет 3-го тира. Сюда предмет 2-го тира. Вот так как-то постараюсь забалансить предметы. Пусть будет. Мне кажется, так топово выглядит. Все, у меня все шаманы, по сути, перевоплощаются. Отлично. Кроме одного. Ну, это... А, там чел монетку заюзал, чтобы ППшку себе восстановил. Понял. Мина! Бэ! Ой, ля, там раскастовался гребаный дизраптор. Или плевать? Не, плевать, у меня хорошая темпларка перевоплотилась. Отлично. Инсектоид должен страдать. Запомните, ребята, инсеки должны страдать. Надо было для красоты шамана лавы сделать в 3 звезды. Ну ладно, пофиг. Плевать плюс плевать. И так хорошо. А там дизраптор с этим, с драконьим рогом, прикиньте у него. Ого. Ого. Да. Так, ладно, я вот так сделаю. Инсектоиду придется пасть. Он инвокеров поставил. Помянем. Я думаю, инвокеры тебя не спасут, дорогой. Ты сделал огромнейшую ошибку. Дизрапторы намного лучше. Хотя герои у меня сейчас, конечно, перевоплотились. А ну вообще не то. Да ты прикинь, он живет. Минус 21 ему снес.
Магическая панда пришла. Ну вот, теперь красиво. Шаман Лавны в 3 звезды. Солнечный шаман в 3 звезды. Так, я все-таки вот так вот сделаю. Чтобы у меня было побольше предметов второго тира в Дизрапторе. В Дизрапторе и Импреске. Да. Чел реально думает, что его спасет инвокер. Угу. Не, ну, все может быть. Может, там инвокер меня прям ветрами будет душить так, что и спасет. А, нет. Он какую-то хрень сделал, у него один инвокер в 3 звезды только. Ну, забей, помянем. Страдай! Все! Изи. Изи. Инсект наказан. Мораль повышена. Плюс 2 сантиметра вернул. Хорошо. Ой, как хорошо. Целых 2 инсекта. Да и даже смотреть инсеков нет смысла. Меня тем более нет смысла смотреть. Потому что я играю на шаманах, у меня все предметы лишь бы как раскиданы и все. Короче, суть вы уловили, ребят. Дизраптор должен кастить свой сайленс по-любому, потому что это огромный кусок сайленса по огромной области, который, ну вот, прям выручает зачастую. Ну и импреска, это, соответственно, и шаман, ну и, соответственно, Кири, который будет с руки наваливать, поэтому имейте это в виду. Вот такая вот каточка получилась. Я считаю, что шаманы это одна из метовых сборок, которая держит топ-1. Да, рандомная, да, тебе могут законтрить, да, может не идти, может абсолютный шлак идти, соответственно, в рандоме, но как есть. Но это самая простая сборка под баночку пенного. Намного проще, чем любая другая сборка, я считаю. Ну, я думаю, что еще, конечно, эту сборку может спокойно переплюнуть любая сборка с кулоном магии плюс посохом 3-го тира, вот условно там горный вождь. Он уже будет этих шаманов душить, что не в себя, но тоже. А если горный вождь не будет кастовать с самого первой секунды, то, соответственно, шаманы прыгнут и сразу будут кастовать свои способности уже. Ну, то есть тут обоюдоострый меч. В общем, вы меня поняли, ребятки. Что думаете по поводу этой игры? Напишите в комментариях. Не забудьте поставить лайк и подписаться, кто до сих пор это еще не сделал. Подписывайтесь также на мой телеграм-канал. Все ссылки закреплены в описании под видео, в комментариях под видео. И на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи.